Всем привет! Меня зовут Ева Бьюти. Я вас приглашаю к просмотру очень интересного видео о фианите. Поверьте, после просмотра этого видео вы полюбите фианит или даже озадачитесь, что это действительно камень, который достоин вашего внимания. Я тоже раньше к фианиту относилась, так, снисходительно, пускай будет. Могу купить, могу не купить, но ведь есть бриллианты. Но оказывается, фианит – это очень интересный камень, и я хочу в этом видео показать, насколько он все-таки многогранен, прекрасен. И начать свое видео я хочу именно с того, чтобы показать вам на примере своих украшений, как обозначают фианит на бирках. То есть уже, наверное, кто интересовался или у кого, естественно, наверное, почти у каждой женщины, девушки, девочки уже есть украшения с фианитом, его обозначают по-разному. И как фианит, и как цирконий, как кубический цирконий, как недрагоценная вставка и искусственные пишут фианит, хотя фианит это и так искусственный камень синтетический, но непростой. Вторая часть видео будет посвящена тому, что фианит, он имеет очень много названий. Я, когда готовилась к этому видео, я даже не ожидала. То есть я не то, что даже готовилась, а когда я узнала, что у фианита есть такие названия, и красивые, и такие загадочные, и таинственные, я решила, это должны знать и вы, потому что это так красиво звучит. И третья часть видео будет посвящена тому, что я считаю самым красивым фианитом. То есть там будет очень интересный такой факт, который тоже нельзя упускать. И вот если выбирать фианит, то уже самый лучший, самый красивый, у которого самая лучшая огранка. Итак, если вам интересно, давайте вместе с вами будем рассматривать мои сокровища с фианитами. Для начала покажу вам очень много своих изделий именно с фианитами и как обозначаются все эти вставки с фианитами в моих изделиях. И начну я с такого распространенного бренда, это Соколов. И вот у меня есть такой браслетик с фианитиком. Вот обратная сторона. Очень красивый, качественный браслет, на мой взгляд. Это серебряный браслет. Я буду показывать и серебро, и золото. Покажу, как обозначается на бирках. Фианиты по-разному. Но у меня претензий нет. Давайте вот этот посмотрим. Вот здесь так и написано, что фианиты недрагоценные, браслет. Все нормально написано, бренд Соколов. Второе изделие это сережечки. И они в виде вот таких вот красивых крестов. Вот люблю я серьги в ювелирке именно в виде крестов. И на мой взгляд это идеальные серьги в виде крестов. Еще есть золотые тоже с фианитами серьги в этом магазине. Я отоваривалась в данном случае в 7 карат. Тут будут украшения в этом видео из разных магазинов. Эти я покупала в 7 карат. И здесь видите обозначение, что серьги, фианиты, круглая огранка, 32 фианита. Все как положено. Это бренд Ефремов, российский бренд. И как видно из этой бирочки, наверное, тоже из Костромы этот бренд. И также у меня от этого бренда есть вот к этим, то есть я сначала купила вот это колье с крестом, и мне очень нравится, что от креста торчит вот такая цепочка. Это очень красиво смотрится на шее, сразу захватывает дыхание, то есть у меня лично, то есть привлекает интерес. И вот колье, здесь фианиты обозначены, что здесь 17 фианитов, круглые огранки, очень подробный обзор. Прям
И это бренд опять Ефремов. Все, с крестами разобрались. Следующее, что я покупала, это тоже сережки. Но эти сережки уже покупались тоже в 7 карат. Вот он, магазин 7 карат, бирочка. И вот серьги, вот такие классические. Здесь 3 дорожки. И фианиты обозначены. Здесь просто написано вставка фианит. Это в данном случае турецкое производство. У нас в 7 карат разное производство представлено. И вот, как видите, турецкое и российское. И также именно к этим сережкам я покупала колечко. Это уже такое мастерская ювелирная есть. Она называется Славия. И в кольце тоже турецкий производитель. Турция любит фианиты, причем у них красивые фианиты встречаются. И вот вставка фианит тоже написано. Все как положено, обозначено, никаких претензий. Что касается украинского серебра, украинский производитель, мой любимый, даже не побоюсь признаться, это завод Элис Сюи или Элис можно найти. Это сережки под названием Атлас. И здесь вставка фианит. Так и обозначено. Причем бирка вот такая вот, если что. Я не рекламирую, поэтому и представлены здесь серьги, которые я ношу на каждодневной основе. Все украшения я эти могу носить куда угодно. И здесь очень красивая огранка. У этого фианита он огромный, просто великолепный, на мой взгляд. И серьги такие вот массивные, их видно издалека, но в то же время они не тяжелые. Но мы говорим об обозначениях. И вот у меня есть еще бренд Диамант. Это Соколов так назывался. Не знаю, как там они разобрались, как до сих пор называется. Но раньше Соколов назывались Диамант. И здесь у меня очень необычная такая подвеска. Она написана фианиты недрагоценные. Почему-то так обозначается. И вот сама подвеска, я с цепочкой, на цепочке вам ее покажу. Вот она. И фианитик сам. Вот он, фианит. Очень удачное решение. И такая, я бы сказала, что это ладанка необычная. И фианит так и обозначен. Уже для достоверности недрагоценный. Также у меня есть такая вот подвеска, я ее покупала к кольцу и серьгам с дорожками. Но здесь уже не турецкий производитель, а именно российский, Бирюза Jewelry. И здесь вот эти вот 39 фианитов обозначены 39 кубических циркониев. Вот такое вот здесь обозначение. И также от Бирюзы Jewelry у меня есть колье, которое по-научному называется сатуар. Что такое сатуар? Это вот такое вот колье, вот оно. Здесь фианитик, классическое выглядит, а потом от фианитика падает вот такая вот цепочка. И на конце цепочки тоже есть красивый фианитик. То есть очень элегантно. Причем можно носить и спереди это колье, и сзади, если одеть платье с открытой спиной. И вот именно это колье, здесь уже 2 циркония, и бирюза обозначает не кубический цирконий, а цирконий пишет. То 1 цирконий и 2 цирконий. Еще у меня есть кольцо, где тоже обозначение фианита идет как кубический цирконий. Вот такая вот керамика. И это колечко у нас в данном случае от завода, опять же, Бирюза. Получается, у меня много изделий от Бирюзы. И здесь вот обозначение, то, что кольцо, керамика и вот самое главное, кубический цирконий. Также у меня есть цирконии и в сережках золотых и колье золотое, но это уже магазин не 7 карат, не Диаманта, это одна сеть, и даже не какой-то другой, а именно магазин Зика. Я себе такой вот подарила набор, сдала золото и купила вот такой набор с фианитами.
И также у меня есть к этим сережкам вот такое вот классическое, я бы сказала, это у них коллекция была диадема, причем она есть и в серебре, и в золоте, и вот здесь тоже кубические цирконии, очень красиво в золоте смотрятся, ничем не хуже, чем бриллианты. Я бы даже могла подумать, что это бриллианты. И здесь какое же обозначение? Значит, у сережек, которые я показала, такие птички, идет уже у завода Зорка, это белорусский наш завод, вот такое вот обозначение. Ой, видите, кубический цирконий, еще я увидела, что это оказывается у меня Сваровский циркония. То есть, я потом вам конкретизирую, то есть это фианиты Сваровские, то есть которые имеют бриллиантовую огранку. Есть кристаллы Сваровские, а есть фианиты Сваровские. Так вот в этих золотых изделиях именно Сваровские циркония, именно вот эти вот идеальные фианиты с огранкой бриллиантовой. И также у меня есть вот такое вот это колье, которое я вам показала. Здесь уже обозначение идет кубический цирконий, и здесь не помечено, что это вот эти вот то есть от Сваровски. То есть получается, что сережки обозначены, что произведено Сваровский цирконий. Удивительно. Это вот благодаря этому видео, оказывается, у меня есть фианиты Сваровские. А вот колье уже здесь не пометили они. Не пометили. Ну ладно. Ну зато серьги хоть с фианитами Сваровски. И также есть у меня вот такой вот крестик от ювелирного дома Кабаровский. Это российский. И здесь уже обозначение самое идеальное. Они пишут, посмотрите, не той стороной. Вот здесь они пишут фианит, фианит. А если обратную сторону почитать, то здесь написано, что вставки не драгоценные, фианит. Вот это самое главное обозначение, что вставка не драгоценная, фианит. Так вот и нужно обозначать, я так понимаю, по новому закону. Вот такой вот крестик, причем у них есть и в белом золоте с бриллиантами этот крестик. У меня это серебро с фианитами. Вот так вот обозначаются на бирках вот эти вот фианитики. Очень интересно. И вообще фианиты, они кругом, мы уже привыкли к ним. И как-то пренебрежительно о них говорят. Ну и теперь хочу подробнее рассказать, вот какие есть еще названия у фианита, которые вы можете встретить, и которые я неожиданно сама увидела. Вот наверняка вы не слышали таких названий. Ну, сначала начну, вот кто не знает вот эти подробности, просто это нужно сказать. Фианит — это выращенный в лабораторных условиях синтетический имитатор бриллианта. Представляет собой кубический диоксид циркония, я обозначу цирконию О2, сокращенно кубический цирконий, тоже есть такое обозначение, стабилизированный добавками оксида марганца, кальция и итрия. Вот про итрий я тоже интересную информацию вам расскажу. Для окрашивания бесцветного диоксида циркония в различные цвета добавляются переходные редкоземельные элементы. Свое название фианит получил в честь Физического института Академии наук СССР ФИАН, где впервые был синтезирован в 1970 году. Но название практически не используется за пределами экс-СССР. То есть экс-СССР — это бывшая СССР и Восточная Европа. Есть у него и другие названия: джевалит и цирконит. Вот о цирконите я слышала, а то, что есть название джевалит, нет. В некоторых случаях, особенно в переводах с иностранных языков, фианит называют цирконием или цирконом, что создает изрядную путаницу, так как фианит, циркон и цирконий — это различные материалы. Я уже посвящала видео разнице понятий, и хочу так вкратце сказать, что, например, фианит, нужно запомнить, что это имитирующий алмаз кристалл, выращенный лабораторным способом. Иногда, кстати, пишут искусственный фианит, насколько я знаю.
чтобы подчеркнуть, что это искусственный камень. Циркон никак не связан с ним желто-коричневый минерал, то есть это природный камень. И также циркон это полудрагоценный камень, у него есть порядок. А цирконий это уже химический элемент, один из металлов. Вот так вот. Нужно знать эту разницу. Также непросты все-таки эти камни. Кстати, я вам показала только бесцветные фианиты, то есть прозрачные. А есть еще и цветные фианиты. Их подкрашивают в очень красивые цвета. Также, если найти определение дживалита, то это синтетический материал, используемый для имитации алмаза. То есть дживалит это то же самое, что и фианит. Состав вот этого дживалита или фианита с примесью окислов кальция, магния, итрия и итербия. То есть иногда добавляют вот эти примеси. Я, кстати, покопалась у себя в справочнике, таком детском, школьном, но он очень полезный. Вот такой вот у меня есть справочник для тех, кто хочет знать все о химических элементах. Очень он хороший. Я нигде такого полезного учебника, то есть пособия не встречала. Так вот, если вкратце так сказать про итрий, итрий относится вот к третьей группе, пятому периоду периодической системы. Но самое главное, что вот итрий получают из смесей с другими редкоземельными металлами. Вот так вот он выглядит. Свойства и распространения, то, что обнаруживается в породах вместе с лантаноидами, главным образом в минералах, гадолините, ксенотиме. И самое главное, что итрий это прочный металл, хорошо поддается обработке, на воздухе покрывается оксидной пленкой. Благодаря высокой прочности и температуре плавления итрий составляет успешную конкуренцию такому металлу, как титан. Также очень интересно то, что итрий получил название в честь деревни Итерблю на острове Ресарё Стокгольмского архипелага. Вот такой вот итрий. Также итролокс есть такой, это сплав диоксида тория в окиси итрия, используется в глазках высокотемпературных печей. Вот он глазок. И вот еще в кинескопах цветных телевизоров в качестве люминофора светящегося вещества использовали соединение итрия с ванадием и кислородом с добавлением европия. Ну, такие вот сленги, в принципе, написано легко, но вот просто, чтобы познакомиться с этим итрием, который добавляют в вот этот фианит. Я еще больше люблю фианит. Еще вот итрий для сердца используют, то что у многих людей просвет сосудов сужается вот из-за холестериновых бляшек. От этого плохо работает сердце и трудно дышать. Чтобы расширить сосуды, туда вводят специальное устройство, стенды, сделанные из сплавов, куда входит итрий. Эта процедура называется ангиопластикой. Вот холестериновые бляшки, катетер с сжатым баллоном, артерия, катетер с раздутым баллоном, вот стендов сосуд, и вот он расплавленный стенд. Очень интересно. И также еще используют вот оксид итрия, используется в устройствах для разлива жидкой стали в горячем цеху. И тоже вот напыление итрия на детали двигателя внутреннего сгорания повышает их долговечность. Это что касается итрия. И еще я упомянула итербий, то есть в состав диоксида циркония, то есть фианита, иногда вводят итербий. То есть названия такие похожие: итрий и итербий. И тут вот я тоже нашла про итербий, но уже не так много информации, немножко погружу вас, извините, но просто это так интересно. То есть фианит очень интересный камень, не такой простой, как кажется. Так вот, итербий относится к третьей группе, шестому периоду периодической системы. Вот такое вот у него обозначение у итербия. Применение итербия входит в состав сплавов на основе алюминия, магнитных сплавов, оксиды итербия и итрия, вот он, важные компоненты огнеупорных материалов. Представляете, какой фианит? Классный камень. А сплав из фторида итербия и фторида бария вместе с ионами гольмия – превосходный материал для лазеров. Итербий также является материалом для структур металл-диэлектрик-полупроводник, сокращенно МДП структур. Их можно обнаружить в интегральных схемах современных компьютеров. Ну, фианит и создавали для лазеров, потом уже он пошел в наши колечки, сережки, колье.
И тербий, подобно его соседям по минералам, получил название по деревне Итерблю. Тоже, заметьте. Как и другие редкоземельные элементы, тербий встречается только в минералах, самородков его на Земле не найдено. Тем не менее, чистый тербий удается выделить искусственно. И вот кремниевые элементы вычислительных машин содержат оксид тербия. И тербий применяется еще в лазерных аппаратах в виде ионов и в виде сплавов, в зависимости от конструкции. Вот такой вот тербий, как видите, применяется в лазерах. Ну и опять открою взору мои украшения. Тут все полегче, но не так легко, как кажется. То есть, оказывается, вот такой вот он фианит или оксид циркония, диоксид циркония. И вот добавляют итрий и тербий. Твердость у этих фианитиков 8,5. И также есть еще другие названия. Вот, как я и говорила, это цирконит. Еще я не отметила, что твердость, она не обязательно 8,5. Она может варьироваться от 7,5 до 8,5 из 10 по шкале Маоса. Блеск у фианита, он сильный, стеклянный. Прозрачность, если смотреть как свойство, он прозрачный. Но вот цвета, они могут быть разные. И бесцветные, и желтые, и оранжевые, и красные, розовые, пурпурный, зеленый, голубой, и синий, и фиолетовый, и золотисто-коричневый. Не камень, а фантастика. Так вот, я назвала несколько других кличек и названий фианита, но есть и другие. Так вот, фианит еще называют, кроме того, что дживалитом, так еще даймон сквай, кубик циркония. Мне, кстати, писали даже в комментариях. Также, как я говорила, цирконит и шелби. Вот такие вот названия. Это вообще один из самых удивительных, даже иногда пишут, драгоценных камней. Хотя правильно писать, вот как Кабаровский пишет, что эта вставка не драгоценная. То есть опять я попутала. Не драгоценные вставки фианит. Ну, что касается ювелиров, то ювелиры сразу облюбовали этот камень, потому как он обладает большой твердостью и очень хорошим преломлением света, не намного уступающим алмазу. За пределами стран СНГ фианит известен больше вот под другими именами: дживалит и даймонд сквай. В Германии, вот я слышала, называют кубик циркония. Также этот камень иногда называют цирконит или кубик циркония шелби. Вот. Нередко фианит используют в качестве имитации бриллиантов, да и другие драгоценные камни он вполне может сымитировать, благодаря возможности окрашивания этого драгоценного камня. Например, он может сымитировать сапфир, топаз, аквамарин и гранат. И вот у меня, например, есть топаз. Я недавно у ювелира узнала, что это у меня голубой топаз, но иногда очень красиво и незаметно фианит тоже имитирует топаз. У меня топаз есть еще и покрупнее, но это кольцо золотое, оно такое уже достаточно дорогое. Можно купить подешевле, если с фианитом. То есть фианит может сымитировать и вот такой вот топаз. Также вот очень удачно имитирует фианит и гранатики. То есть вот у меня есть гранатики, даже кольцо с гранатом и маленькими бриллиантиками, и удачно такое же кольцо и такие же сережки можно сделать именно с фианитами. Фианиты будут сверкать ничем не хуже. Сапфира и аквамарина у меня в данный момент нет. Сапфир есть в моей коллекции, но он в детских сережечках у мамы хранится. А вот аквамарин до сих пор не купила, но я влюблена в этот камень. Но у меня есть вот такой вот, кстати, топаз, и его тоже может удачно имитировать фианит. Тоже будет красиво смотреться. Вообще, порой при помощи окраски удается создать уникального цвета камни. Например, очень необычные и красивые фианиты цвета лаванды.
Ну, у меня нет, например, украшений с фианитами цвета лаванды, но есть вот такой вот кристалл счастья, опять же, из магазина 7 карат и диаманта. Там продаются кристаллы счастья, кстати, есть и побольше, и вот тут красивый такой цвет, но я вот думаю, что, наверное, еще может быть красивый фианит более такого лавандового цвета. Вот за это его и выделяют ювелиры, что можно придать такой красивый цвет. Ограненные и вставленные в украшения фианиты практически неотличимы от настоящих драгоценных камней, хотя с помощью современного оборудования несложно вычислить их. Что удивительно, фианит общепризнанно красивее алмаза. Окрасить фианиты можно намного лучше, чем природные цветные драгоценные камни. Да и характеристики преломления света фианита имеют более высокие показатели, чем у большинства известных драгоценных камней, если не только говорить о бриллианте. Ну и вот сейчас украшения с фианитом очень популярны, как видно, вот у меня большая коллекция. И этот искусственный драгоценный камень обрамляют и в серебро, и в золото, и даже я видела и слышала, что в платину тоже. Выглядят украшения с фианитами действительно, на мой взгляд, очень красиво, я их все люблю. А по цене намного дешевле таких же украшений с бриллиантами, сапфирами и топазами, что очень радует. И теперь я хочу обратить внимание на такой аспект. Извините, что так выражаюсь. Я хочу рассказать о фианите, который я считаю самым красивым. И вот сегодня неожиданно в видео я нашла у себя эти фианиты. Это фианиты Сваровски. Вот они обозначены на бирке именно вот в этих сережках от белорусского завода Зорка. Я постараюсь приблизить. Я не знала, что у меня здесь не просто кубический цирконий, а как я вам показала, у меня на бирке черным по белому написано, что оказывается made with Сваровски цирконий. Это очень важно, то есть вставка кубический цирконий, потому что, на мой взгляд, это самые красивые фианиты, потому что именно вот этим вот фианитом Сваровски, обратите внимание, не кристаллы Сваровски, речь идет о фианитах Сваровски, им придают огранку бриллиантовую. Ну и давайте, чтобы уже не путаться, я расскажу вот о кристаллах Сваровски и фианитах Сваровски. Это два разных понятия. Положу эти сережки рядом вот с этим сердечком и бирочку к нему вот так поставлю. Потому что это мое открытие. Вот хорошо, что я снимаю видео. Так вот, кристаллы Сваровски, я тоже для вас их подготовила, они у меня есть. Вот они, кристаллы Сваровски. Это, кстати, серьги Иллер, и у меня есть колечко тоже с кристаллом Сваровски, красный в данном случае. К ним идет вот такой вот, то есть голограммочка идет Сваровски, она обязательно должна идти. Также, кроме, я их вот здесь положу, Сваровски кристаллы, также у меня есть вот такое фантастическое кольцо, на мой взгляд, и оно тоже с кристаллом Сваровски. Это бренд Женави, и здесь используется тоже кристалл Сваровски, он здесь просто фантастический, его хочется на него смотреть и смотреть. Положу рядом с сердечком, нет, положу рядом с этими серьгами, это кристаллы Сваровски. Даже я хотела бы вот так вот место выделить. Вот кристаллы Сваровски, чтобы была разница. Это имитации, не имитации. То есть это я показывала, что имитирует фианит. А здесь поставлю вот эти сережки. То есть это кристаллы Сваровски, это фианиты Сваровски, чтобы все было расставлено по ювелирным полочкам. Так вот, кристаллы Сваровски стали настоящими звездами ювелирного рынка. Их именем стали спекулировать даже низкокачественные стеклышки в дешевой бижутерии. И вот очень интересный такой факт, что кристаллы, фианиты Сваровски — это совершенно разные камушки, но от одного производителя. В чем же особенность вот этих вот кристаллов Сваровски?
материал, из которого они производятся. Вот их особенность. Это прозрачный, тщательно обработанный хрусталь. Кстати, у меня есть вот сердечко хрустальное от нашего стеклозавода Неман. Ну и вот они как бы родственники хрусталя, кристаллы Сваровски. Вот этот хрусталь Сваровски, который используется во вставках, создают с добавлением поташа, кварцевого песка и сурика. И все компоненты, они вот так вот перемешиваются в секретных пропорциях. Они не разглашают тайну Сваровски, а самые важные нюансы технологии держатся создателями в строгой тайне, поэтому материал кристаллов уникальный. Что касается вот этих вот фианитов Сваровски, вот мне хочется эти сережки, я их как-то, знаете, редко ношу, теперь буду чаще их носить. Вот они, фианиты Сваровски, они созданы уже в лаборатории по технологии, выкупленной в 20 веке у СССР. Заметьте, то есть в СССР созданы фианиты, и выкупили Сваровски у них эту технологию. Сваровски сделали свои вставки кубического циркония особенными, используя огранку бриллиантового качества. Поэтому Сваровски циркония, их так и называют и пишут на бирках, вот как здесь. Они стоят дороже, чем просто фианиты. И если выражаться совсем на простом языке, они просто вот блестят лучше. Качество огранки, полировки, сильной производственной мощности позволили вот этой австрийской компании выпускать достойный ювелирный продукт, который на протяжении долгих лет был популярным. Ну и если так вкратце, я даже хочу привести табличку, которую я очень люблю, разница между фианитами Сваровски и кристаллами Сваровски, где все расставлено по полочкам. И есть еще один удивительный факт, что фианиты компании Сваровски уже на протяжении долгих лет можно лицезреть в украшениях и других ювелирных производителей. Ну вот, как вы видите, у белорусского завода есть вставлены в их изделия вот эти вставки. Но с 2021 года бренд прекратил массовые продажи фианитов другим производителям. Поэтому все, что есть в продаже на данный момент, изделия, созданные ранее. То есть, почитайте, может, у вас тоже есть эти фианиты Сваровски, то есть фианиты с бриллиантовой огранкой, и нужно ими гордиться. Ну, я вот честно, я не ожидала открыть в своей коллекции фианиты Сваровски. Я их очень долго искала, я даже заходила в магазин Соколов и там спрашивала, есть ли у них фианиты Сваровски, но мне сказали, что ничего такого не знают. А вот у себя нашла, что оказывается вот наш белорусский завод Зорко использовал в золотых изделиях вот эту вставку. Какого года это изделие? Вот дата изготовления 03.02.16 года. Да, видимо, они закупали специально для своих золотых изделий именно вот эти вот фианиты Сваровски. Обожаю. Только странно, что вот колье золотое, и на колье золотом уже на бирке не обозначено, что это именно фианиты Сваровски. Меня это удивляет. То есть вот показываю бирочку. Здесь этого не написано, только на сережках написано. Странно. Ну ладно, значит только сережки. Только сережками буду особенно гордиться. Знаете, я раньше к фианитам как-то относилась тоже пренебрежительно, но с течением времени, чем глубже я их изучаю, тем больше я их люблю. И закончить я свое видео хочу одним комментарием. Я не знаю, называть ник или нет, но был оставлен комментарий под одним видео, не помню под каким, но мне он очень понравился, этот комментарий. Я его зачитаю. Я так и не понял, в чем ценность настоящего бриллианта, и кто сумел выдумать и внушить, что они могут стоить таких денег. Особенно теперь, когда есть камни, превосходящие по своим свойствам настоящий бриллиант. Вся эта история с бриллиантами, драгоценными камнями попахивает историческим мировым разводом людей, придуманным каким-то сверходаренным гением. Мне так понравился этот комментарий, знаете, я так даже задумалась. Конечно, надо подумать над этим вопросом, но главное, мой вывод, что вот знания о драгоценных камнях, наверное, они дороже самих камней. И даже знания о не драгоценных камнях, а искусственных,
они тоже дороже самих камней, на мой взгляд. Вот так я скажу. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк. Также жду от вас подписок. Мне будет очень приятно. Я видео затянула, впрочем, как всегда, но надеюсь, вам было интересно вместе со мной открывать что-то новое. Пишите, может быть, вы знаете еще другие названия фианитов, ведь их очень много. Но я еще скажу, может, кто-то не смотрел мои видео, есть еще одно название у фианита, это тажеронит или танжерит. Это природные аналоги фианитов, тоже можно встретить такие названия. На этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь, говорю пока-пока, всем удачи, здоровья и веры в лучшее будущее.